Привет, меня зовут Саша, я практикующий трейдер, и сегодня расскажу тебе базовую базу, без которой не имеет смысла даже открывать терминалы и пробовать торговать. Если ты никогда не торговал раньше, то это видео для тебя. Если уже пробовал, но результатов нет, то тоже не перелистывай, потому что здесь попытаюсь разложить все прям по полочкам. Давай сначала. Что такое дейтрейдинг? Это не угадать, куда пойдет цена. Это работа по системе. Мы не инвестируем на годы, не ждем там сутками, мы зарабатываем на колебаниях внутри дня. Сегодня купил, сегодня же и продал, и забрал свою прибыль. Чтобы делать это стабильно, тебе нужна четкая система. Не просто смотрю на график и чувствую, а четкий алгоритм, что, где и когда делать. Давай поговорим немного о том, как зарабатываются деньги в трейдинге. Например, ты купил 100 акций какой-то компании по 10 баксов, это $1000. Цена выросла до 15, теперь у тебя $1500. Продаешь, $500 прибыли себе в карман на мороженое. Но если цена упала до 8, то ты теряешь $200. Поэтому ключ не просто купить вовремя, а еще и управлять рисками. Вот главное правило. Ты не зарабатываешь, пока не закрыл сделку. Помни об этом. Пока позиция открыта, твоя прибыль — это просто цифры на экране. Это все виртуально. Только после фиксации результата деньги поступают на твой счет. Это то, что новички часто не понимают. Не зафиксировал, значит не заработал. Давай поговорим о том, как читать этот график. Самое важное — это японские свечи. Каждая из них показывает, как цена вела себя в определенное время. Зеленая — цена выросла. Красная — упала. Свечи помогают понимать, что делает рынок сейчас. И если ты научишься их читать, ты перестанешь гадать и начнешь действовать осознанно. Вместо классических индикаторов у меня есть 3 ключевых ориентира, о которых я постоянно рассказываю, потому что обычно в обучающих роликах трейдерам показывают прям кучу индикаторов: MACD, VWAP, Боллинджеры, крокодилы всякие, но правда в том, что большинство из них только создают шумиху у тебя в голове, и в конце концов ты не знаешь, как торговать. В моей системе все намного проще, базируется на 3 основных вещах. Первое — ликвидность. По факту это зоны скопления стоп-лоссов, куда интересно прийти крупному игроку. Эти уровни реально как цель для маркетмейкеров. Мы ищем, где сидят участники с уязвимыми позициями, и работаем от этих зон. Второе — имбаланс. Имбаланс — это как точка опоры. Когда цена резко уходит вверх, она всегда будет корректироваться. И эта коррекция, как правило, закончится внутри имбаланса. Сейчас мы еще немного подробнее об этом поговорим, но сейчас еще третье, самое важное, что ты должен понять, это тренд. Это по факту направление движения. Для того, чтобы понимать, в какую сторону тебе торговать нужно сегодня, в лонг либо в шорт, тебе всегда нужно идти с общим трендом. Условно, если сейчас цена идет вверх, нету смысла продавать. Нужно только покупать и зарабатывать на лонгах. С такой системой из 3 шагов ты не будешь блуждать в догадках, у тебя будет четкий план, где входить, где ставить стоп и куда целиться. Это вообще не какая-то магия и не угадайка, это четкий алгоритм, основанный на реальном поведении цены. Давай немного углубимся в то, как я применяю эти 3 вещи для анализа графика и открытия успешных сделок. Первое. Не надейся на то, что после просмотра этого видео у тебя будет 100% винрейт, такого не бывает. У тебя все еще будут стоп-лоссы, просто я помогу тебе их минимизировать с помощью правильной системы анализа графика. Смотри, ликвидность. Как ее найти на графике? Переходим на график, покажу тебе пример. Здесь мы видим, что цена идет вверх и после этого резко спускается вниз. Что это такое? Это зона скопления ликвидности. Почему? Потому что в этой точке, после того, как большинство трейдеров увидели, что цена падает, они начали залетать в шорты. Вот здесь и так далее. То есть примерно здесь они залетают в шорты. И куда можно поставить свой стоп-лосс? Самое очевидное, куда нужно ставить стоп? Стоп нужно ставить за локальный максимум, от которого начало движение вниз. Потому что очевидно, если оттуда мы пошли вниз, значит это точка, от которой начались объемы на продажу, и мы больше в нее не вернемся, потому что продавцы нас там типа защищают. Но на самом деле это не какая-то точка, которая будет сопротивлением, и цена может спокойно ее обновить перед тем, как двигаться дальше вниз. И скорее всего она и будет это делать рано или поздно. Возможно, не сразу, но гарантированно, что мы собьем эту точку, и только после снятия ликвидности вы можете говорить о том, чтобы торговать в какой-то шорт, разворот и так далее. То есть снятие ликвидности — это по факту сбивание стоп-лоссов большинства для того, чтобы набрать сил для движения дальше. Потому что рынок — это
игра с нулевым депозитом изначальным, типа не с нулевым депозитом, а можно сказать так, с нулевым стартом. Здесь не печатаются деньги из воздуха. То есть ты когда зарабатываешь, ты забираешь у кого-то деньги. Аналогично, чтобы крупный игрок мог зарабатывать, ему нужно забирать у кого-то деньги, забирать чьи-то стоп-лоссы. Он забирает чьи-то стоп-лоссы и от них уже движется дальше. К примеру, обрати внимание, перед тем, как пойти выше вот здесь вот, цена обновляет этот локальный минимум, снимает ликвидность за ним, и насколько сильная реакция вверх включается от него. Смотри, локальный минимум это просто стоп-лоссы на лонг-позицию. То есть вот, стоп на лонг стоял вот здесь, вот мы его сбили. Стоп на лонг-позицию это объем на продажу. Если после того, как цена сбила объем на продажу и активировала его, она почему-то не падает после того, как активировалась объем на продажу, а резко выходит наверх. Что это значит? Это значит, что кто-то этот объем на продажу взял и выкупил себе. Соответственно, здесь крупный игрок зашел в позицию. И только после того, как вы видите, что мы сняли ликвидность и дали супер классную реакцию, видели там с каким-то поглощением и так далее, вы можете заходить в лонг-позицию, там ставить свои тейк-профиты куда-то выше и стоп-лосс за манипуляцию, то есть за точку, где мы уже зачистили все деньги. Это работа с ликвидностью. Имбаланс. Это тоже очень важная штука. Как его находить на графике? По факту это просто разрыв между первой и третьей свечей. Есть три свечи, вторая выступает большим расширением либо вверх, либо вниз. А первая и третья это просто свечи, которые не пересекаются. Вот, к примеру, вот здесь. У нас есть раз, два, три свечи. И мы видим, что максимум первой свечи не пересекается с минимумом третьей свечи, создавая такой разрыв, где цена тупо быстро улетела наверх. И так как она тупо быстро улетела наверх, мы будем стремиться вернуться в эту зону, потому что продавцы здесь практически не участвовали. И, как видишь, вот прямо сейчас мы возвращаемся в этот имбаланс, и от него мы можем потенциально искать лонг-позиции, если там будут даваться какие-то хорошие выкупы, снятие ликвидности и так далее. Еще один пример, на это уже смотрел в прошлом видео. По факту у нас есть 5-минутный имбаланс и восходящий тренд. Мы корректируемся в 5-минутный имбаланс, выходим дальше вверх. Плюс снимаем там какую-то минутную ликвидность и от нее реагируем. И так мы открываем лонг-позицию. То есть для того, чтобы торговать, тебе нужно, во-первых, понять, как цена работает с ликвидностью, и заходить только после того, как мы почистили ликвидность, только после того, как мы сбили большинство. И во-вторых, торговать от имбалансов, то есть от этих точек опоры. Если ты обратишь внимание, вот после этого видео, реально, перейди на график, посмотри. Ты заметишь, что каждое движение с вот такими вот коррекциями, чаще всего коррекция завершается внутри имбаланса. То есть мы касаемся имбаланса, и от него завершается коррекция. Ну, давай вот, к примеру, возьмем даже не GER40, потому что я его уже в прошлом видосе смотрел. Какой-то фунт возьмем, GBP USD. Откроем прямо сейчас график и откроем дневной таймфрейм. Посмотрим по дневке, как движется цена. Если она там не в боковике, а в активном тренде, то будет очень хорошо видно, как цена движется вверх через касание имбалансов. Да, смотри, вот допустим здесь. Цена движется вверх, заполняет этот имбаланс и через него выходит дальше наверх. Заполняет этот имбаланс, выходит дальше наверх. Касается вот этого имбаланса, через него выходит дальше наверх. Снимает эту ликвидность и через него потенциально дальше наверх. То есть в идеале, самый идеальный сетап должен быть снятием ликвидности в имбалансе. Как, допустим, вот здесь вот. Ну, это прям дневной график, но это может работать на любом таймфрейме. Типа, везде это работает одинаково. Мы формируем большой имбаланс, цена будет стремиться возвращаться в него. Она также параллельно подснимет ликвидность внутри него вот таким вот образом. И у тебя есть по факту сразу две задачи рынка, которые выполнены в одно и то же время. Снятие ликвидности плюс касание имбаланса. И плюс ты понимаешь, что у тебя здесь тренд общий нисходящий. То есть мы падаем, корректируемся и продолжаем падать. Поэтому ты хочешь торговать в этом тренде. Вариант было открывать после того, как ты увидел хорошую реакцию там с поглощением, где-то вот здесь, заходить в шорт с тейком на этот локальный минимум и стоп-лосс, как всегда, я рекомендую за вот эту вот манипуляцию, немного за нее, чтобы был запас на переснятие этого локального максимума. Все. Настолько это может быть просто, ты просто анализируешь снятие ликвидности, касание имбалансов и торгуешь от них. Я понимаю, что в одном видосе это тяжело прям комплексно объяснить, но еще более подробное объяснение есть у меня в телеграм-канале. Я еще в скором времени планирую запустить мини-курс бесплатный, где буду чуть подробнее рассказывать о том, что такое имбаланс, ликвидность и так далее. Ну и у меня есть платное обучение, если тебе это интересно, то тоже там инфа будет в описании.